Okay, you were saying Madhuvrata had some request. Yes, Madhuvrata was asking if you could speak a little bit about Srila Prabhupada, your experience in association with him and your, Значит, Мадхуврата Прабху, они читают Лиламриту, и Мадхуврата Прабху попросила поговорить немножко о Шриле Прабхупаде, о личном опыте Махараджа, общения со Шрилой Прабхупадой и какие-то воспоминания. Какая тема сегодня? Well, think about it. My association with reading the books. Мое основное общение это было чтение книг. And I was able to attend a lot of classes. Также у меня была возможность посетить много его лекций лично. And a few morning walks. И также я участвовала в нескольких утренних прогулках. И это в основном все общение, которое у нас было. I did witness some things, but actually the Vanipedia, they interviewed me. Might be online by now, but... И я также был свидетелем нескольких удивительных происшествий. И на самом деле, и также в Ванипедия, они у меня взяли интервью, и оно уже должно быть где-то выставлено. But it's interesting, for most of Prabhupada's disciples, many they never even saw Prabhupada. Но интересный момент заключается в том, что большинство учеников Прабхупады, они его никогда лично даже не видели. Even during Prabhupada's life, even the tapes of his lectures were not so much available. So we Даже во время жизни Шрилы Прабхупады не все лекции его были доступны. He was traveling so much, you know. So I guess for my, at least, you know, he likes to stay in Los Angeles during the winter. И во время зимы ему нравилось, Шриле Прабхупаде нравилось оставаться в Лос-Анджелесе. So I was staying in Los Angeles, so at least, you know, we could hear his class every day. Be right there. И в то время я жил в Лос-Анджелесе, и поэтому, по крайней мере, у нас была возможность каждый день лично слушать его лекции. You know, and actually see him giving cookies to the kids and everything. He really loved doing that. И мы также лично видели, как Шрила Прабхупада в конце лекции раздавал печеньки детям. Он очень сильно любил это делать. He would make them dance. You know, they'd all come up right in front of him, and then he'd take his gong, he had his stick for the gong, and he'd be going like this. Когда дети подходили, он их воодушевлял, чтобы они танцевали, и он брал гонг и вот так бил, и он приговаривал: танцуйте, танцуйте, и дети танцевали и получали свою печеньку. So one thing I noticed, which is completely different from me, he was always on time. То, что я заметила, я отличаюсь от этой черты, но я заметила в Шриле Прабхупаде такое качество, что он всегда был вовремя. I didn't check exactly, but I'm sure he left for his morning walk exactly the same time. Я не следил, конечно, по часам, но я обратила внимание, что он всегда каждый день одинаково вовремя выходил на свои утренние прогулки. But he would always be there exactly on time to greet the deities.
Так или иначе, он всегда был абсолютно вовремя на приветствие божеств. And he would bow down in front of all three altars. I never noted it, but someone said he had when the Govinda кажется, выпал Махарадж, но он сказал, что Шрила Прабхупада, он когда выходил в алтарную, он делал свои поклоны каждому из 3 алтарей. И также ему кто-то сказал, что и прервалась связь с Махараджем. Сегодня у нас какие-то технические такие проблемы. Yeah, Hare Krishna. Yeah. So you were saying that he would bow to every altar and that you didn't notice, but someone told you. Yeah, he would. Well, the first thing he would bow down to Karnatai, and one devotee wrote. He said that he noted at exactly the same point in the Govinda prayer, Prabhupada would move to the Radha Krishna bow down there, and then another he would move to Jagannath. Я не обращал внимания, но кто-то из преданных, один из преданных, он в своих воспоминаниях записал, что Шрила Прабхупада, он к каждому алтарю подходил, он абсолютно приходил вовремя и приносил свои поклоны, начиная от Гаура Нитай, и играет Говиндам, молитвы Говиндам, и в каждый определенный момент он переходил к другому алтарю, и каждый день это было в абсолютно одно и то же время. На одном и том же месте песни. Devotees would say, well, Prabhupada, you can walk a little more. He said, no, we can't keep Krishna waiting. We have to get back. И во время утренней прогулки преданные ему говорили: Прабхупада, ну вы бы могли прогуляться подольше. Но он говорил: нет, я не могу заставить Кришну ждать, мы должны вернуться вовремя. So he would greet the deities, and always with his hands folded nicely. И он всегда приветствовал божеств со сложенными руками. Okay. Then he would take Charnamrita, which was right next to Jagannath's altar. И потом он принимал Чаринамриту, которая находилась рядом с алтарем Джаганната. Then he would look at all the paintings of Krishna, walking back. А потом он разглядывал картины, на которых изображен Кришна, когда он шел обратно. Что сегодня вообще?
Ждем, пока Махарадж назад сможет зайти. Вот он зашел.
Hari Sesam Allah Kapabesam Nidra Chari Utha Jiva Mala Hari Hari Mukunda Murari Mala Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Haya Viva Mala Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Haya Viva Vibha Bari Sesam. Hare Krishna, Gurudev, can you, now it's working now? Okay. The video also. Okay. Okay. Start my video. All right, let's see what happens. It's, I was at the temple and the internet was really good, but I had other reasons to come back here. У нас сегодня небольшие сложности с интернетом. Я до этого в храмовой комнате был, но по определенным причинам мне пришлось вернуться в эту комнату. Но надеюсь, что уже будет без проблем. So anyway, Prabhupada would he walked, very regally, and he would sit down in the Vyasasana and he would chant Jai Radha Madhava. И так или иначе, вот так после прогулки Прабхупада приходил очень напористо, садился на Вьясасану и сразу начинал петь Джая Рада Мадхава. Вот что-то у нас сегодня вообще не идет. Ну да, он сказал, что у него плохой интернет. А нет, это не Свами. Haribol? Yes. Okay, I moved to the other room. I'm right next to the router, so maybe it'll be better. Махарадж передвинулся поближе к раутеру в надежде, что сейчас интернет будет более стабильным. All right, so I don't know where I was moving off.
You just told that Prabhupada was always on time, and then you told how he would go from the morning walks, and he said that Krishna doesn't have to wait for him, and then he would go on Vyasa-san and start to chant Radha Madhava. Yeah, so he always chanted Radha Madhava. И он также всегда пел Рада Мадхава, без исключения. Except one day. I remember. Кроме одного дня, который я помню. That was the day he had invited all the GBC to take sannyas if they wanted to. И это был особый день, это был тот день, когда Шрила Прабхупада пригласил всех членов GBC принять саньясу, если они хотят. So that morning he came and greeted. И в то утро он пришел на приветствие Of course, божеств. everyone was waiting. There was a door in the back of the temple room where he would come in. And came from his room. И, конечно же, все ждали, когда придет Шрила Прабхупада, и там была боковая такая задняя дверь в алтарную комнату, через которую он обычно входил, такая задняя дверь была. И все ожидали, что он придет через нее. Devotees were waiting. I remember one time I was helping on the altar some mornings. И все преданные с нетерпением ждали. So one morning we were a little bit late. They were just putting a lot of new flowers or something. И я иногда помогала пуджари на алтарях все украшать и расставлять. И одно утро у нас надо было столько всего поменять и расставить столько украшений цветов, что мы задерживались. So there were flower stems all over the floor in front of Gornitai. Было очень много вот разных вот этих вот веточек и лепестков от всего этого, очень много разбросанных на полу перед алтарем Горнитай. Мы пытались это быстро все прибрать. And Prabhupada came, and it was the time, the 7 o'clock, so he knocked on the door. И Прабхупада пришел, это было ровно 7 часов, и он вот так вот постучал в дверь. And Jai Tirtha, he says, "Oh, Prabhupada is knocking," and we just took a big broom and just pushed everything to the next altar and opened the door. И вот эта вот дверь, она была как бы со стороны Горнитай, и когда простучал... И когда он постучал, Джай Тиртха, с которым мы были в алтарной, там, за занавесом, он прокричал: "Это Прабхупада, мы должны шевелиться". И они взяли большую метлу, и пока Прабхупада подходил к алтарю Горнитай, они быстро все передвинули к следующему алтарю. И так, когда он приближался к следующему, мы все передвигали в следующий алтарь. Then Radha Krishna, then Jagannath, and somehow we got it out of the way. So managed it. И вот так вот прям, за секунду до того, как он входил в каждый алтарь, мы прошли так от Горнитай, потом Рада Кришна, а потом алтарь Джаганатов, и мы так в последнюю секунду смогли это все вымести. И он принес... Back of the temple room, there's a big painting of the back of the temple room. There's a big painting of Radha and Krishna with Astasaki. А с задней стороны храмовой комнаты был очень большой рисунок, там, где была Рада Кришна и Аштасаки. Это как раз рядом с Вьясасаной Шрилы Прабхупады висел этот рисунок. And he would always touch the feet of Radha and Krishna. И он всегда прикасался к стопам Рады и Кришны на этом рисунке. So anyway, that morning of the sannyas initiation, there were 4. That was Satsvarupa and Rupanuga and Bali Mardan and
Somebody else. So anyway, Prabhupada didn't sing Jai Radha Madhava. И вот эта церемония она много Прабхупады Мадана и еще один преданный. И вот Шрила Прабхупада не пропел Джай Рада Мадхава. He sang Bhaja Hure Mana Shri Nanda Nandana. And he sang it like really heavy, like almost like rock and roll. He was pounding his cartels and bouncing up and down in the asses. И вместо Джай Рады Мадхава он пропел вот этот баджан Баджа Хуреймана Шри Нандана, и он очень интенсивно пел, практически как будто бы он был рок-исполнителем, и он так вот сотрясался на вьясасане и очень сильно бил в каратал. Does everybody know that song? Все ли знают этот баджан? We used to sing it a lot. You know, now around the temples, we don't sing the bhajans as much. We used to sing them a lot. And they're very important. Знаете, раньше в храмах мы очень часто пели все эти разные баджаны, очень-очень часто. А сейчас это редко практикуется, а на самом деле это очень важная часть практики для нас. So I'll just read the translation. Поэтому я перечитаю перевод этого баджана. Jahure Mana Shinanda Nandana, that's the title of it, by Govindadas Kaviraj. Это Говиндадас Кавирадж сочинил этот баджан. Он называется Баджа Хуремана. Abhaya Charanada Bindure Dulabha Manava Janama Satsange Tadohoe Baba Sindure. That means just worship. Oh mind, just worship the lotus feet of the son of Nanda, which make one fearless. Having obtained this rare human birth, cross over this ocean of worldly existence by associating with saintly persons. И первый куплет переводится таким образом. «О ум, пожалуйста, поклоняйся лотосным стопам сына Нанды, который делает нас бесстрашными. Получив это редкое рождение в человеческой форме жизни, пересеки океан материального существования благодаря общению со святыми личностями». So as usual, the song has everything in it. Sita atapa batabarishana edina yamini jagire pipala sevin kripana durajana chapala sipalava lagire. Easy to understand, right? Day and night I remain sleepless, suffering heat and cold, wind and rain. For a bit of flickering happiness, I vainly served wicked and miserly men. Ну и в этих баджанах обычно заключена вся философия. И вот второй куплет легко понять. И днем, и ночью я остаюсь без сна, страдая от боли, которые мне приносят, и дискомфорта, который мне приносит жар и холод, ветер и дождь. И для маленького проблеска счастья я бесцельно служил злому и злостному хозяину, жадному и злому хозяину. So these are the same kind of statements we're finding in Bhaktivinoda and Narottam. И похожие утверждения мы можем найти в баджанах Бхактивинода Такура и Нароттам Дас Такура. Edana Yobana Putra Parijana Itekiyachi Arati Tire Kamala Tala Jala Jivana Tala Mala Bajamhure Hari Adani Tire.
Oh, okay. You don't translate that. What assurance of real happiness is there in one's well? It's like a drop of water on a lotus petal. Therefore, you should always worship the lotus feet of Lord Hari. И какое счастье мы можем найти просто в богатстве, в молодости, в сыновьях и в членах нашей семьи. Эта жизнь ничего более, чем капля, которая скатывается по листу лотоса. Поэтому мы должны всегда служить божественным стопам Господа Хари. So this one is quite relevant right now, with the situation in the world. И это очень релевантно сейчас, этот стих, особенно куплет в отношении того, что происходит в мире. Even without this, being sick ourselves, we have so many people, they may be healthy, but they can't work, they have no income, can't go anywhere. И даже несмотря на то, что мы можем быть здоровы, сейчас очень большое количество людей, они заперты дома, они не могут работать, у них нет никакого дохода. Some it's nice, like Radhacharan, he's in Mayapur, so he's kind of enjoying it. He can't go to China. И некоторые люди, такие, например, как Радхачаран, они застряли, в кавычках, застряли в Майяпуре, и они очень этому довольны, и они не могут никак вернуться сейчас в Китай. И они, в принципе, довольны. For us, it should be that make us realize, really we completely depend on Krishna, and we don't know how he's going to, as far as I can see, this whole situation is so crazy that only Krishna could even think of it or create it. Something will come very good out of it for our preaching, I think. But we don't know when and we don't know how, and all we can do is just settle down and chant and be happy and know that Krishna will provide our basic needs. И, например, в данной ситуации, вот единственное, что я могу видеть и заключить, что мы можем делать, это просто довериться и предаться Кришне, потому что эта ситуация, как я вижу, она настолько безумная и непредсказуемая, что единственный, кто мог такое придумать, это Кришна. И поэтому единственное, что мы можем, и единственное, кто может это разрулить, это тоже Кришна. Но я уверена, что что-то очень хорошее и благоприятное для проповеди из этого вытекет в конце. А то, что мы можем сделать сейчас, это как бы устроиться поудобнее там, где мы находимся, и читать, воспевать, погрузиться в это и верить в то, что Кришна позаботится о всех наших насущных нуждах. So, I don't know if any of you have seen water on a lotus leaf. Я не знаю, многие ли из вас видели воду, которая на лепестке лотоса. It's different than any other surface. It's unique. И поверхность вот этого лепестка лотоса, она уникальна, она не такая, как все другие поверхности. When water gets on a lotus leaf, they'll just make little balls and just roll right off. И когда вода попадает на лепесток лотоса, она как бы скатывается в такой шарик и потом скатывается с лепестка. Like after rain, you'll see most of the leaves are wet or they get all dusty because they're wet. But the lotus leaf is always clean. И, например, после дождя можно видеть, что большое количество травы, оно там в грязи или в какой-то слякоти, а листья лотоса, они всегда остаются чистыми. So like that, we're in this body, but the slightest tip, it could just leave the body. But now we're seeing the whole economy of the world, that everything is tottering. It could all, change so fast. И подобным образом наша жизнь, она задержится в теле, из-за любой мелочи она может прерваться. И сейчас все находится на волоске, даже вся мировая экономика. But it's material nature,
by Krishna's laws, always attacking one way or another. And we had this last year, forest fires, and there's so many floods and wars. It's all part of the same sun klesha, adi daivik, adi bodhik, and adi atmic miseries. И мы видим в этом мире, что материальная природа, она непрерывно атакует даже сама себя. Разные в прошлом году мы лицезрели разные вулканы, землетрясения, ураганы. И это все тройственные страдания, которые тут есть, баутика, адиатмика и другие виды страданий. So like many people are speculating where this virus come from, who created it, But even if they could find out, which they never will, I'm sure 100 years from now, people will still be speculating. И многие люди сейчас спекулируют, откуда же взялся этот вирус, кто его создал или не создал, как он появился. Но я думаю, что они так и не смогут узнать на самом деле, и даже через 100 лет будут разные спекуляции на этот счет. There'll be many books and movies about viruses, So, but even if they did find out, they don't know that it ultimately comes from Krishna, like everything else. И наверняка появится много книг и много фильмов на тему вирусов. Но так или иначе, если даже найдут, как это все появилось и как случилось, надо помнить, что все происходит из Кришны в конечном итоге. Sashavana kirtana smarana bandhana padasevana dashane ujana sakijana atmani vedana govinda dasari asare. So hopefully everybody knows those words. И я надеюсь, что все знают 9 методов преданного служения, которые тут перечислены в последнем стихе. So they come from Srimad Bhagavatam. Prahlad Maharaj told his father, "This is what I learned in school." His father got very angry. И вот эти конкретные слова, они изошли из уст Прахлады Махараджа, когда его отец спросил, чему же ты научился в школе, это то, что он ему перечислил. So Govinda wants to hear the glories of Hari. He wants to chant his glories, and then remember Shravana Kirtana Smarana Vishnu. By hearing and chanting, we'll remember. Говинда Дас, он очень стремится к тому, чтобы занять себя в 9 методах преданного служения бхакти. И эти методы таковы. Воспевать славу Господа, постоянно памятовать о Нем, преподносить Ему молитвы, служить Его лотосным стопам, служить Ему как Его слуга, поклоняться Ему цветами и благовониями и так далее. И служа Ему как друг и полностью предлагая Ему всего себя. And Prabhupada writes in Nectar Devotion, we should always be checking, are we doing one of these things? Any one of them you can perfect your spiritual life, a combination of them. Шрила Прабхупада говорил, нам надо всегда проверять, заняты ли мы одним из этих 9 методов преданного служения, и помнить, что даже освоив один из них, мы можем достичь совершенства в практике. Или комбинацию нескольких. Generally, whatever else we're doing, the hearing and chanting should be there. Но неважно, обычно рекомендуется, что бы мы ни делали, чтобы там всегда присутствовало слушание и повторение. That's the most important thing. So, Sukadeva Swami is famous for chanting and Parikit for hearing.
Шукадева Госвами был известным за счет того, что он как бы воспевал, а Парикшит Махарадж за счет того, что он слушал. Конечно, есть и другие. And then remembering Prahlad. Памятование, пример совершенства в памятовании — это Прахлада Махарадж. And Prahlad was always remembering Krishna, so it's not even stated that he was asking, help me, save me, with all these dangers, but he was just chanting all the time. Прахлада Махарадж, он не то, что все время молил Кришну. Это не то, что он молил Кришну во всех этих сложностях, спаси, помоги, защити. Он просто воспевал его имена, он был абсолютно бесстрашный. He knew Krishna would help him, so he didn't have to ask. Он знал, что Кришна ему поможет, поэтому он даже не утруждался в том, чтобы просить. Akura offering prayers, and Maharaj Pritu was serving the lotus feet. Акрура был совершенством поклонения лотосным стопам. Я забыл. What was after Akrura? I kind of forgot. Prithu Maharaj is the one who was mentioned as serving the lotus feet. Приту Махарадж, он был известным в служении лотосным стопам Господа. Then becoming the servant is Hanuman. Становиться слугой — это Хануман. And then a friend, that's Arjuna. Быть другом — это Арджуна. I just saw an article written, it was probably just from a lecture, but Bhaktivedanta Swami says, becoming a friend with Krishna. Many people say, how can I be a friend of Krishna? Я читала интересную статью, это, скорее всего, основано на лекции Сачинандана Свами, и там он говорит о том, что нам надо стать друзьями Кришны. И часто спрашивается вопрос, а как же мы можем стать друзьями Кришны? Even one time a devotee asked me, you talk about being a friend of the guru. He said, I don't know how I can be a friend of the guru. И также один из преданных учеников меня спрашивал, потому что кто-то сказал, что также надо становиться другом своего гуру, и он говорил, как можно стать другом гуру? И я предполагаю, может быть, они боятся или испуганы чего-то. But as far as being a friend of Krishna, many times because we don't really believe Krishna is a person. You can't be a friend of an unknown, immeasurable, thing. И что касается именно дружбы с Кришной, я думаю, что основная сложность заключается в том, что люди не воспринимают его как личность, а как можно подружиться с тем, кто какой-то эфемерный, безграничный и непонятный. Можно подружиться только с личностью. And Krishna says he's the best friend of everyone. Кришна сказал, что он лучший друг всех. And then offer everything to Krishna. Atmanivedana. Он друг всех, и что надо предлагать ему все и всего себя, атманиведана. And that's Bali Maharaj. И это Бали Махарадж, атманиведана, полное предание себя Господу.
потому что он отдал все, including his life, включая свою жизнь. even his life. He didn't worry. He had complete trust that Krishna would be to his advantage. All right, so anyway, that day that Prabhupada gave the 4 sannyasis, I don't remember the lecture very much. И так или иначе, в тот день Шрила Прабхупада, он дал 4 GBC саньясу. Саму лекцию я не очень хорошо запомнил. I remember a few things I heard. I think when he met the sannyasis afterward, and he was giving them some instructions. И потом, спустя какое-то время, он встречался с этими саньяси, и он давал им наставления. He told them, when you go to the house of a rich person, never think, oh, this is very nice. И он говорил им, что если вы когда-либо придете в дом очень богатого человека, если вы будете в доме когда-то богатого человека, никогда не думайте, о, какой хороший дом, о, какой хороший сад, о, какие хорошие условия. So that day was Saturday. И этот день, это была суббота. And it was also Lord Yasringadeva's appearance day. Вау, это также было явление Нарисимхадева. So Prabhupada was talking to these 4 new sannyasis. Saturday in Los Angeles at that time was Maha Sankirtan Day. Everybody went out. И в этот день, по субботам, обычно в Лос-Анджелесском храме проходила еженедельная Маха Санкиртана. И то есть в этот день Шрила Прабхупада, он давал лекцию, он общался с новыми саньяси, и потом все полностью до последнего вышли на эту Санкиртану, потому что это Маха Санкиртана. Planning and organizing places to go and cars and everything all morning. And everybody went, the mothers with babies on their back. Only the pujaris, one householder couple, that Dhruvananda and Tulsi, I think, they had to stay back. They were the pujaris. И один из преданных, он с утра, он заранее организовывал полностью места, где будет Харинам, он организовывал для всех машины. И перед Харинамой полностью все до последнего, даже родители с детьми, матери с маленькими детьми, все полностью разъезжались на Харинаму, всем было все организовано. И оставались только пуджари, это была одна семейная пара, Друвананда и Туласи, они оставались и следили за преданными. This wasn't Harinam, this was book distribution. Это было не просто Харинам, а также было распространение книг. So, Prabhupada, after we talked to these new sannyasis, he said, so today, is Nrsimhadeva's appearance day, and you can stay and just hear and chant all day. И он говорил, что этим саньяси, что можно весь день просто слушать и воспевать. And they said, but Prabhupada, today we were all going to go for book distribution. И он им сказал, вы можете просто сегодня весь день поститься, так как это еще Нарисимха Четурдаши, и воспевать. Но они ему сказали, Шрила Прабхупада, но сегодня же это день маха распространения книг. And Prabhupada said, yes, you must go, yes, go. И тогда Шрила Прабхупада это услышал, он сказал, да, и еще раз, да, вы все должны отправиться, распространять. And I remember other Saturdays. И я помню вот в другие субботние дни, как было. Pujari was complaining to the temple president, you do this every Saturday, everybody goes out, and we have to do everything ourselves,
И Пуджари жаловался, вот так как каждую субботу это все повторялось, все уходили, то Пуджари жаловался президенту храма: вот вы все уходите, а мы тут остаемся, и мы вынуждены выполнять полностью все служение, вот только мы вдвоем. And the temple president just said, no, it couldn't be. Президент храма развел руками и сказал: ну, а что я могу сделать? Give some idea of Prabhupada. Then at night, Prabhupada was reading Bhagavatam about Lord Nrsimhadev. Of course, nobody had ever heard that before. We heard about Lord Nrsimhadev, but never. И, конечно же, это показывает, какое тогда было настроение в присутствии Шрилы Прабхупады. И потом вечером Шрила Прабхупада читал Шримад Бхагаватам. Мы, конечно же, уже слышали о Нрисимхе, но мы никогда не слышали именно вот эту лекцию из Шримад Бхагаватам. So, anyway, get a little idea. Prabhupada every day went for morning walk if it wasn't raining. И так или иначе Шрила Прабхупада придерживался своего расписания. Каждый день он ходил на свою утреннюю прогулку, за исключением дней, когда был дождь. I was able to go a few times because I was a book distributor. So Prabhupada walked very fast. И пару раз мне удалось со Шрилой Прабхупадой поучаствовать в утренней прогулке, потому что я был распространителем книг. И я хочу отметить, что Шрила Прабхупада ходил очень быстро. But it never looked like he was hurrying or anything, but he just moved really fast. И это никогда не выглядело, что он как будто бы торопится, просто его движения, они были очень быстрыми. Devotees, if they just slow down for a minute, have to run to catch up. And if you watch Prabhupada, it didn't look like he was touching the ground. И если иногда преданные с трудом успевали за ним, а иногда, если смотреть со стороны, так выглядело, что он даже не касается земли. In the walks I went on, he was always talking to different devotees most of the time. You can hear all those on the recordings. И большинство из его прогулок можно было слышать, как Шрила Прабхупада разговаривает с преданными. И это все записано на утренних прогулках, есть все эти записи. Very interesting. He had very intimate talks, very friendly talks with devotees in the morning. И часто можно было видеть, слышать точнее, что были очень такие сокровенные беседы между ним и между преданными. I remember one time, I don't know if it was on Venice Beach, I can't remember, but probably Venice Beach. We took many walks there. Я помню, есть такой пляж, который называется Венус пляж, и там он много прогулок совершал. So he was walking along, and then all of a sudden, Kavicandra Prabhu was right next to him. He was like the GBC there, and Prabhu said, look out, be careful. И мы вот так вот шли по этому пляжу, и... And he looked down, and there was a big... Who was there? There was a big stool, big pile of stool, right? И There's a big pile of stool right in front of there. И он шел, и рядом с ним шел, на то время он был в GBC Лос-Анджелеса, Кавicandra Прабху. И Шрила Прабхупада неожиданно сказал: осторожно, осторожно, и там была большая куча. After, I think they might have stopped completely, and Prabhupada looked and he said, dog or man? И все резко остановились, и никто не видел, потому что все преданные, они были пристально, их взгляды устремлены на Шрилу Прабхупаду, а Шрила Прабхупада увидел, что на земле есть как бы
наложил кто-то кучу, и Прабхупада говорит, вы думаете, это собака или человек? Because many men were sleeping on the beach. Потому что много людей в то время ночевали просто на пляжах. One Kavicandra said, I think dog, and then Prabhupada just laughed and then he kept going. Кавicandra Прабху серьезно ответил, я думаю, это собака. Шрила Прабхупада посмеялся и просто пошел дальше. Another time, over a little distance away, there was a hippie or somebody getting up. This was like 6:30 in the morning. So he was getting up and he was, he didn't have anything. He just slept on the beach. Maybe it was a wine. И в другой раз, когда мы шли по пляжу, это было 6:30 утра, и там чуть поодаль мы видели, как один хиппи, у которого вообще ничего не было, вот он просто просыпался в это время. Because many of these men, they're called winos, they only drink wine, they don't even eat. If they try to eat, they vomit, but they drink wine. И у этих людей на английском у них какое-то есть специфическое название, но если как-то дословно перевести, это звучит винопивы, и у них была такая специфика, что они не могли даже уже до такой степени они упивались, что они могли пить только вино, и они, если даже что-то ели, их сразу тошнило, поэтому единственное их рацион был это вино. Their brain is in pretty bad shape. И у этих людей в этом состоянии их мозг, он уже находится в очень разрушительном положении. But Prabhupada, he saw this one and he said, just look at him. Когда Прабхупада увидел этого конкретного этого человека, он сказал, вот посмотрите на него, он отказался от всего. He's given up everything. He doesn't care for family. He doesn't care for any prestige. He doesn't care for looking nice. Given up everything completely. И он говорит, он от всего отказался, ему нет дела до семьи, ему нет дела до престижа, до работы и каких-то внешних вещей, он от всего отказался. So he's given up everything except intoxication. Поэтому он отказался от всего, кроме интоксикации. And that's what we're supposed to give up. So Prabhupada laughed. Это то, от чего мы должны на самом деле отказаться. И Шрила Прабхупада посмеялся. But then he said we should be like that. Но потом он сказал, for Krishna. We shouldn't care about social. Мы должны стать такими, только нам не должно быть дела о том, что люди будут думать о нас. Все, что мы делаем, должно быть вокруг Кришны и для Кришны. В этом плане мы должны быть такими же. I don't know if it was the same day, but in one class, he mentioned these men again. Я не уверена, если это было в тот же день на лекции или в другой, но он вновь упомянул этого человека, которого видели на пляже. He's mentioning the verse, Raso Hamapso Kontaya. I am the taste of water. И он упомянул это в ракурсе стиха, в котором говорится, что Кришна вкус воды. But that time Prabhupada said liquid. Но в тот раз Прабхупада сказал не слово вода, он сказал, я вкус жидкости. And he said, so just like these winos. И он сказал, так как эти алкаши. Every time they drink the wine, if every time they drink that wine, if they would think this taste is Krishna. Он сказал, что каждый раз, когда эти винопивы, если бы они каждый раз, делая глоток, думали о том, что вкус этого вина — это Кришна, he said,
they would become saintly people. То тогда они бы стали святыми людьми. He said, but it would take a long time. И он добавил, но это бы заняло очень долгое время. But the idea is whenever we taste any liquid, we should, and we like that taste, we should think this is Krishna. И идея, конечно, заключается в том, что если мы пробуем какую-либо жидкость, какой-либо напиток, который нам нравится, нам надо обязательно думать, что этот вкус — это вкус Кришны. When we see the moon, when we see the sun, when we hear a noise, when we see somebody very talented or anything, this is Krishna. И чтобы мы не видели, какой бы звук ни слышали, все надо вспоминать, что это Кришна. So anyway, Prabhupada was very personal, sometimes very friendly, joking. Так или иначе, Прабхупада, он был очень дружелюбный, очень отзывчивый, часто шутил. Sometimes he chastised very strongly. Иногда он очень строго ругал кого-то. One time we heard about, I think it happened more than once, but he took the Charnamrita. И один раз случилось так, что он строго кого-то наругал, и была история, что кто-то взял Чаринамриту. Of course, like everything else, he did that really, gracefully. Точнее, я уточняю, что нет, что как-то раз он брал Чаринамриту, и, естественно, так же, как он все делал, это он тоже сделал очень с такими величественными жестами. But that time when he sat down in the Vyasa-sun, he said, "Who has put salt in the Charnamrita?" И в тот раз, когда он попробовал Чаринамриту, уже сев на Вьясасану, очень строго он сказал, кто добавил соль в Чаринамриту. Because I think the way they did it there, they used water, but then they mix in yogurt and sugar afterward for everybody to take it. Потому что я думаю, что то, как раньше это делалось, что это была вода, и потом туда добавляли йогурт и сахар, чтобы потом всем могли каждый взять. And, it was very quiet. И, конечно же, все Nobody knew. Все затаились, и Nobody никто would не know знал. except. Никто не мог даже знать, кто это сделал, кроме повара. Nobody would know except the one who did it. Finally, she said, "I did it." И в конце концов кто-то сказал, я это сделал. And this one girl admitted it, and Prabhupada was very angry. You don't expect that. And then he said, "Why did you do that?" И одна девочка, она призналась, что она это сделала, и Шрила Прабхупада очень-очень строго спросил ее, почему ты это сделала? So she said somebody mixed up the tops on the containers. I guess it said on top sugar and salt. So Prabhupada said, if you don't know, you should taste it. And, he just really went into it right in the temple. И она сказала, что, видимо, кто-то перепутал крышечки от контейнеров. Видимо, сверху было написано соль и сахар, и кто-то перепутал. Он мне сказал, так почему же ты не попробовала? То есть он очень достаточно строго подошел к вопросу. But that's the thing, that she didn't say, "I'm sorry, I'm a fool." If she did that, Prabhupada would have just let it go. But she tried to make an excuse, so that's why he didn't like it. И дело в том, что если бы она сказала, да, я сделала ошибку, я извиняюсь, то Прабхупада бы сразу, отстал от нее. Но вместо этого она не признавала свою ошибку, она пыталась придумать какие-то отговорки все время.
I don't know if you've seen pictures of how we used to always sit in the temple room Я не and знаю, dance and everything. видели ли вы, как мы раньше в первые дни тогда сидели в алтарной, как мы все танцевали? Here are some results. So the Vyasa-san was, you know, right opposite of the Radha Krishna altar in the back. И Вьясасана обычно была расположена таким образом, что она прямо напротив алтаря. So we always kept that open, that row between the Vyasa-san and the altar. We never stood there and sat there or anything. И всегда преданные, они как бы оставляли такой коридор между алтарем и между на линии алтаря и Вьясасаны, чтобы оставался как бы такой проход, и там никто никогда не садился, и никто никогда там не танцевал. You know, everybody didn't want to block Prabhupada's view or Krishna's view of Prabhupada or whatever. So I don't know where that ever came from, but it was standard everywhere. It was very strict. И я не знаю, откуда это появилось, но это был достаточно строгий стандарт во всех храмах, потому что никто не хотел перегородить Кришне вид на Прабхупаду, а Прабхупаде вид на Кришну. And we always stood with our side, one side to the altar and the other side to Prabhupada. We never turned our backs. И мы также всегда стояли боком, как бы один наш бок, он был в сторону алтаря, другой бок был в сторону Шрилы Прабхупады, и мы никогда не поворачивали свою спину к алтарю. You know, except in dancing around crazy, then sometimes, but so in the class we would sit down and everybody was sitting with, you know, one side facing the altar and one side facing Prabhupada. Конечно, иногда, когда киртан был совершенно сумасшедшим, то во время танца мы могли как-то там спиной случайно стать, но так или иначе обычно этого не было. И когда была лекция, мы все садились лицом таким же образом, что один бок к алтарю, другой бок к Шриле Прабхупаде. And, you know, we just turn our head and look at Prabhupada. И мы просто поворачивали голову и смотрели на Прабхупаду. Mataji was sitting. She had a baby that was just big enough to sit, you know, on the floor. И у одной преданной у нее был ребенок, который вот только достиг такого возраста, что он мог сам потихоньку начинать сидеть на полу. And the baby was sitting in front of the mother and looking at Prabhupada, so the baby had it back to the deity. И ребенок так как бы расположился, что он сидел около матери, смотрел на Прабхупаду, но был спиной к алтарю. And Prabhupada said, "Why she has it back to the deity? Why don't you teach her?" Почему бы тебе... Во время урока он прям сказал, почему ты посадила ребенка спиной к алтарю, почему бы тебя не научить его уже сейчас? So quickly, of course, the mother quickly turned the baby around, and Prabhupada didn't say anything. Ну и мать, конечно, быстро посадила ребенка правильным образом, и Прабхупада продолжил. I'm just remembering things that I personally saw. That's on the recording somewhere of that class. You know. И я сейчас рассказываю те вещи, которые я лично присутствовал. Но, конечно, есть больше вещей, которые я дал на эту запись, и также очень много других вещей происходило. One time he said, "Who has made the deity dress?" Один раз он спросил, кто сделал костюмы божеств. And they told him Shilavati. И кто-то ответил, это Шилавати сделала. Shilavati was an older Mataji, but she was like the famous pujari of the whole movement at the time. Она была уже женщиной в возрасте, но в то же время она была одной из ведущих пуджари в то время.
One devotee told me when he got the second initiation, then, you know, he went and she said, so you can do arti. И когда преданные получали второе посвящение, сказали, что вы можете пойти сделать арати. And he said, well, what should I do? How do I do it? И преданный спросил, ну а как, что надо делать? And she said, just offer to Krishna. Ну и она как бы обучала, и преданный спросила, что как делать, и она сказала, просто предложи Кришне. He didn't say so many circles, 1, 2, 3, 4. Just offer to Krishna. Она не говорила там, сделай столько-то кругов или столько-то, она сказала очень просто, это предложи Кришне. Another devotee, after Prabhupada gave the second initiation, Prabhupada said, so now you can do arti. Другому I don't преданному, know how. другому преданному, который тоже получил второе посвящение у Прабхупады, ему Прабхупада сказал, теперь ты можешь проводить арати. И преданный сказал, я не знаю как. He just said, haven't you ever watched the arti? You know, you've never seen someone do arti? What's wrong? Он сказал, а Прабхупада сказал, ты что, никогда не видел, как кто-то проводит арати, что с тобой? Anyway, there's so many things now. So like I said, now, you know, everybody in the movement has access to all of Prabhupada's books. Ну, а теперь в нашем движении у всех есть доступ ко всем книгам Шрилы Прабхупады. All the recordings, you know, thousands of hours, classes, morning walks, conversations. Тысячам записей, лекций, утренних прогулок, интервью, все доступно. All on this. Все Right. вот на телефон можно. Yeah, I have all of Prabhupada's audio, and there's apps that have, you know, even more, and thousands of pictures, and, you know, Prabhupada Leelas, and Prabhupada quotes, and Prabhupada this and that. So we didn't have any of that. И сейчас на телефоне у меня практически все аудио, есть аппликации, где можно скачать там все фотографии, еще больше аудио, и все это доступно, а в те времена ничего этого не было. When I first went on traveling Sankirtan, I got a cassette player I put in my van. И когда я отправился в путь... Are you young enough, old enough to know what a cassette player? Yeah, I think we still know. And, you know, now you can tell if somebody has a really old car. If it has a cassette player, then you know it's old. И когда мы отправились с автобусом путешествующий Санкиртан, у меня был кассетный плеер. Я надеюсь, что все еще помнят вообще, что такое кассеты и что такое магнитофон кассетный. И сейчас, конечно же, если мы увидим машину с кассетным магнитофоном, мы поймем, что это очень древняя машина, потому что сейчас все уже стало дигитальным. But at that time, cassette player was pretty new thing. Но в то время кассетные магнитофоны это была большая редкость, и было всего несколько кассет в лекции Прабхупады. And I don't know how many I had, but there was one I listened to over and over again. Я не помню, Driving all over America. Сколько у нас было кассет, но одну кассету я постоянно по кругу слушал, и мы ее очень много слушали, потому что мы ездили на этом автобусе по всей Америке. Driving across America is a long drive. Many days of driving. И ездить по всей Америке, на самом деле, это очень-очень много часов езды, а иногда даже дней.
So when I was listening to it, had Prabhupada was chanting that Krishna Tadiya Panjarantam Ajaiva Me Visutu Manasaraja Hansam Prana Pranama Samaye Kapavata Pitai Tantabaro Danavido Smaranam Kutaste. And I really liked it. I didn't know what it meant. There was no translation. И на той кассете, которую я слушал, был вот этот вот баджан. И он мне очень-очень сильно нравился, и я не знала его перевода. Then I found out later that's a prayer, let my mind be like a swan. And Prabhupada would translate it, let me die now, while I can still chant, because I might get old and sick and be able to chant. И эта молитва говорится там, что пусть, пожалуйста, пусть мой ум, он сможет оставаться как лебедь и все время воспевать, потому что позволь мне умереть в этом состоянии, потому что если я состарюсь, то я могу забыть. Anyway, we had the books and we were distributing books and so ecstatic we didn't really worry about anything else. И у нас были Because we knew книги. Prabhupada was so happy to hear about the books. И у нас было много книг, и мы их распространяли, и мы вообще больше ни о чем не заботились и не думали, потому что мы знали, что распространение книг — это что-то, что очень радует Шрилу Прабхупаду. Like one morning walk, I happened to be there, I think a couple of days in a row. Я был на одной из утренних прогулок, и мне кажется, даже несколько дней подряд мне удалось. So Prabhupada, he just stopped and he looked at everybody, and mostly that was there was, so-called the leaders, the BBT and the temple president, and a few others. И мы вот так шли, и в основном антураж Прабхупады состоял из разных лидеров, GBC, разные BBT-лидеры и так далее. И Прабхупада остановился. So Prabhupada just said, how many books distributed yesterday? И он просто спросил, сколько книг было распространено вчера. Nobody knew. И никто не знал. Because, the book distributors, some of them got back late. Nobody was adding up everything at night. Потому что распространители книг, они возвращались очень поздно, и никто как бы не собирал данные и не добавлял их. So I knew that Tripurari, I talked to him, so I said, Tripurari, I usually never would talk. I was afraid I would say something stupid and Prabhupada wouldn't like it. I usually never said anything. И в тот день я знала, сколько распространил Трипурари, потому что я с ним успел поговорить, и я сказал это, но я обычно старался не говорить, потому что я сильно переживал, что я мог сказать бы какую-то глупость. Но в тот день, так как я знал, сколько распространил Трипурари, я сказал. So I said, well, Tripurari distributed 50 books, which was, really big for one person. И я сказала, вот Трипурари распространил 50 книг, и речь идет о больших книгах, и в те дни это было очень большое количество для одного человека. And Prabhupada, he said, only 50 books? И Прабхупада сказал, всего лишь 50 книг. Like that. And I said, well, no, it was only Tripurari did. I don't know the others, but he did 50 books. So I said, only 50 books? Я сказала, ну я не знаю, сколько другие распространили, это только один Трипурари 50 распространил. И он опять, Прабхупада опять сказал, всего лишь 50 книг. And I think the next day he asked again, and still nobody knew. А я думаю, что на следующий день он спросил вновь, и опять никто не знал. So Ramaswar, he caught on that Prabhupada really liked to hear about the book distribution.
Нирамешвара понял, что Прабхупаде очень нравится слушать об отчетах, сколько книг было распространено. So he went in the book room and he got a big blackboard. И он вошел в комнату, где хранились книги, взял большую доску. And he made columns and he put down the name of all the Sankirtan devotees. There were quite a few of the book distributors. Взял доску, расчертил ее, написал имя каждого распространителя книг, и в те дни было их много. Then he made the columns with all the different books. Потом он начертил графы для каждой книги. Then every devotee, when they came back, they would have to put in their score. И каждый преданный, когда возвращался, должен был внести свои результаты. So he waited, till everybody was back, and then he typed it all up and ran upstairs to give it to Prabhupada. И он ждал, пока все вернутся, печатал все результаты и бежал наверх, чтобы дать, чтобы это все Прабхупаде. Иногда это могло быть в 10 часов вечера. So Prabhupada was very happy, and he wrote back a letter right away. My dear boys and girls, thank you very much for distributing my books, and you will get the blessings of my guru, something like that. It's a short letter, but he sent back immediately. И когда Прабхупада получил этот результат, он сиюминутно написал письмо, и он написал: дорогие мальчики и девочки, я вам очень благодарна за то, что вы распространяете мои книги, и что-то в духе, что вы обязательно вернетесь в духовный мир или что-то наподобие этого. И он сразу же отправил это письмо. After that, the scores were always ready for it. I think that's how the Sankirtan newsletter got started, the sending scores. И после этого все результаты Санкиртана начали быть записанными, и я думаю, что именно тогда положила свое начало рассылка, вот этот небольшой журнал Санкиртана, там, где были все результаты упомянуты. Prabhupada liked very much to hear about the book distribution. I never had the mercy, but a few book distributors, Prabhupada would call them in and ask them, how many books did you distribute, what kind of people are buying, and what do you say to people? И Прабхупаде очень нравилось слушать о результатах Санкиртаны, и мне, конечно, не было такой милости, но иногда Прабхупада, он вызывал несколько санкиртанчиков, и он их расспрашивал, сколько книг вы распространили, а что вы говорите людям, а что люди как реагируют. Anyway, we were inspired in the classes. It was right when big book distribution was really getting started. So every class practically he would stress on book distribution. И в те дни обычно Шрила Прабхупада практически каждый день делал ударение о важности распространения книг. One time, though, this Guru Kripa Swami, Prabhupada asked him, to collect money. He needed money for India. И как-то раз Прабхупада попросил Гуру Крипу собрать пожертвования для поездки в Индию. Большая рекламная пауза. Okay, so he got a party of some very strong brahmacharis. И он собрал группу очень сильных брамачари. Гуру Крипа, он собрал вот эту сильную группу. They were going around America. They were very, very heavy, pushy. И они вот так вот ездили по всей Америке, и они очень такие напористые были. And they would get kicked out of every shopping mall, and they would go back anyway.
it got so that for the book distributors traveling, it got very difficult. И они были очень напористыми и настойчивыми, они как бы входили в каждый торговый центр, их оттуда, ну, и так вот настырно все предлагали, их выкидывали оттуда, но они возвращались вновь. И поэтому в какой-то момент, ну, распространителям стало немножко сложно. Even the hotels and the campgrounds, you know, because every Sankirtan party had the same kind of van. И было сложно, потому что Dodge Ram. они искали там всякие отели, парковки или какие-то места для кемпинга. И это были одинаковые сложности, потому что у них были похожие размеры автобусов. У всех. Prabhupada was pushing him. Prabhupada was pushing him. Where's the money? Where's the money? Но Прабхупада его как бы воодушевлял, и он ему все время говорил, ну где необходимая сумма денег, нам нужно собрать, где. So when Prabhupada came to LA and Kavicandra went in to talk to Prabhupada. И когда Прабхупада опять был в Лос-Анджелесе, Кавicandra, на то время BBT, он пришел поговорить со Шрилой Прабхупадой. And he said, you know, Prabhupada, because he knew Prabhupada was happy with the money, but he said, you know, Guru Kripa is making it very difficult for the book distributors. И он знал, что Прабхупада был рад, что есть пожертвования, но Гуру Крипа, он очень сложные условия жизни создавал для распространителей книг. And Prabhupada said, when a cow gives good milk, you take a few kicks. What He didn't say, oh, that's very bad. When a cow is giving good milk, if the cow kicks you, you don't worry about it. Окей, I didn't hear. И Прабхупада, когда он услышал вот эту как бы жалобу от Кавicandry, он сказал, когда корова дает очень большое, хорошее количество молока, ничего страшного, если она даст копытом нам пару раз. То есть он не сказал там это хорошо или плохо, вот он ответил таким образом. But then by Krishna's grace, Guru Kripa found out about Japan and they all went there because they could collect much more money there. И потом, по милости Кришны, Кавicandra Прабху, Гуру Крипа, он услышал о Японии, и они отправились все туда, потому что там был потенциал собрать гораздо больше пожертвований. Prabhupada could, you know, he never knew exactly what he was going to say. The devotees would expect one thing, but be another. И преданные никогда обычно не знали, что Прабхупада ответит. But he was expert, you know, so he wanted book distribution, so he would say whatever temple distributes some more books, you know, I'll visit that temple. И Прабхупада, он по-разному воодушевлял преданных, и как-то он сказал, что тот храм, который больше всего будет распространять книг, туда приеду. Oh, of course, everybody would try to distribute more books. И поэтому, конечно же, что все старались распространять больше книг. All right, so like I said, now we have all these videos of Prabhupada, more and more. You know, they're still finding film that nobody knew about. You know, somebody just took it and, you know, put it away somewhere because movie cameras weren't that common. На этом мы будем заканчивать. И, конечно же, как я уже говорил, что очень большое количество материала, аудио, видео про Прабхупаду, и даже до сих пор продолжают находить какие-то записи, которые не были известны ранее. Like in the early days in New York, Prabhupada had a tape recorder. It weighed 25 kilos. И раньше, чтобы носить с собой аудиозаписывающее устройство, это была машина, которая весила 25 килограмм.
and it wasn't a new one, and you know, it would get jammed up often. Причем речь не шла о какой-то новой машине, это был старый аппарат, который постоянно зажевывал пленку, и все время, но при этом он все время заботился о том, чтобы шли записи, чтобы они распространялись. Remember when Guru Kripa brought one tape recorder from Japan, and it was about this big, you know, not very thick, maybe 6 inches square. И как-то Гуру Крипа привез из Японии, с Японии другое записывающее устройство, а оно было в разы меньше и легче, чем то, чем мы пользовались, и мы просто были все шокированы. Movie cameras, you know, they were lined them up. Many had no sound. But now you have access to all these things. And one thing I wanted to remind everybody, I don't know, I think I sent it to you and told you, you know, Yadabar is put on the YouTube, the Prabhupada movie, for free. Oh yeah, it was distributed among devotees. И Махарадж говорит, что Ядубара Прабху, он сейчас открыл просмотр фильма про Шрилу Прабхупаду, его можно посмотреть совершенно бесплатно. So that comes with the subtitles in Russian and everything. And I hope everybody can, you know, a lot more devotees in Israel than we have on this. Today it's a little small, only 18, but, you know, tell everybody, please watch it. If you can make a time when everybody watches at the same time, it'd be really cool. You don't have to go anywhere. Что в Израиле гораздо больше преданных, чем сегодня собралось тут. Сегодня нас тут меньше, чем обычно. Но, пожалуйста, сообщите всем преданным, что есть возможность посмотреть этот фильм. И также было бы здорово, если бы все собрались это делать в одно и то же время. Probably all you have to do is go to YouTube and type Hare Krishna, the mantra, and the Swami who brought it or something. Возможно, что надо сделать, это зайти там в интернете и написать название фильма. That it's been up on Facebook so many times. I sent it to you, because I don't have other email addresses so much. But you know, make sure everybody knows about it. All of you, please watch it and tell everybody you know, even your non-devotee friends. Поэтому Махарадж мне послал вот какую-то ссылку, я ее поставлю в группе еще раз. И, пожалуйста, он просит, разошлите это всем, даже вашим друзьям непреданным, чтобы все могли посмотреть. This movie was made for everybody. It's not just for the devotees. Этот фильм был создан для всех, не только для преданных, он в особенности был сделан для широкой публики. Вот сейчас я поставлю ссылки в чат, возьмите их, тоже распространите. The first day it was up, it got 45,000 views. И в первый день уже их просмотрели, когда выставили это. 45 тысяч просмотров, а это бесплатный просмотр. To stream it, it's only like 50 shekels or something. But this time he's giving it free because it's virus and all that. So we're trying to, you know, they have this word they use for the internet, viral. Something went viral. That means, you know, millions of people are watching it and everybody's into it. Somebody's stupid little home movie or, you know, some song or whatever. So we want Hare Krishna to go viral instead of the corona. И есть такое понятие, как виральное видео. Это значит, что кто-то снял на свою камеру какую-то глупость, которую они делают дома, и это разносится по всему интернету.
а мы хотим, чтобы Хари Кришна стало виральным видео, поэтому рассылайте всем. Вот, видите, в чате есть 2 ссылки бесплатного просмотра. Everybody get that link and share it with everybody. Поэтому возьмите каждый эту ссылку и поделитесь ей со своими родителями, семьей, друзьями и так далее. And Vladi, do you have connection with the Harishnik? Влада, это он у тебя спрашивает, есть ли у тебя связь с общиной Хариша? Hare Krishna Guru Maharaj. Yes, I see them from time to time and I speak to them. We have lectures in Hebrew as well. Yeah, tell them to watch the movie. They Okay, might know good. about it already, but they're getting more work now with social media. They get out of Harish a little bit more than before.